Какие машинки тут? С огурцом. Thank you. Да. Так, получается, не сделайте ошибки, как мы. Сейчас мы покатаемся на волнах. Непременно найдет. Ведь так не бывает на свете. Ты очень, наверное, близко, да, меня снимаешь, а я хомячу, тут и в камеру говорю. Ну, постояли в пробке, как говорится, первый раз, можно сказать, такой. Доброе утро. С вами снова канал «Мир путешествий и отдыха» и Катя. А мы спешим на завтрак и навстречу новому приключению. И напоминаем, что мы в Дубае. Hi. Это наш повар, готовит омлет. Ну, у нас, как обычно, Катя салатики набирала, водичка из огурчиков. Что у нас сегодня? Рис, картошка с овощами тушеная, ну, как обычно, сосиски бекон. Помните, сосиски бекон, у них очень вкусные. Так, дальше блинчики с подливой, вафли с медом, яички, фрукты. Выбор правда небольшой. Так, ну тут обычно супчик молочный для детей. Ну а здесь у нас кексы и тоже блинчики. Ну, тостер, сухие завтраки. Так, куриные крылышки. Ну а мы еще раз показываем вам. Сегодня дымки нету с нашего ресторана. Шикарнейший вид. Бурдж-Аль-Араб, он видит вдалеке. Бурдж-Халифа во всей красе своей. Ну и как обычно у нас солнышко, тепло. Так, а что у нас завтра сегодня? Катя уже села. Так, Катя крылышки взяла. Я взяла вот такую штучку. Ну, это куриные наггетсы, наверное. Не знаю, надо Две пробовать. сосиски, рис, фасоль. Да, мы попробовали. Это вот, я думал, это наггетсы куриные, это не наггетсы, это картошка, это пюре, такой скручено в овал и обжарено. И обжарено, но очень вкусная. Что рекомендуем попробовать. Они каждый раз, что-то новенькое такое вот делают в клярике, именно с курочкой там подают. Один раз даже драники были. Так, потом овощей, помидорки, огурчики, капуста, а это желтая, я даже не знаю, что это. Я тоже не знаю, что буду пробовать. Так, Катя, тосты, масло, вафли. Несколько видов меда тоже взяли. Так, мне уже яичко пожарили. Ну, а у меня рис, кусочек курицы, наггетс, 3 сосиски. Я взял такого вот не то салатика, так, помидорки нарезанные. Ну и как это? Бекон, да. Катя опять водичка с этим. Водичка с огурцом. Так, ну а мне сок, а какой это сок ты попробовал? Очень вкусно. Очень вкусно, но не знаем какой. Ну ладно, в процессе разберемся. Ну, у меня кофе, у Кати чай. Ну и все, ребята. Так, будем мы завтракать. Всего приятного аппетита. Оставайтесь с нами, и вы узнаете, куда мы сегодня держим путь. И сегодня мы будем греться на солнышке на пляже. Едем изведывать новый пляж. Он находится возле Бурдж-Аль-Араб.
Бурж-Аль-Араб. Да. В народе «Парус» называется, гостиница «Парус». Сейчас мы посмотрим, как до туда добраться, и вам расскажем. И сделаем обзорчик этого пляжа. Так Чтобы вы что знали о таком пляже. оставайтесь с нами. Да, оставайтесь с нами и не забывайте про лайки и колокольчик. Ну что, погнали! Сегодня продолжаем наше путешествие. И путь наш сегодня лежит на пляж Бурдж-Бич. Башни... Бурж-Аль-Араб. Буш... Не к башне, а к отелю Бурж-Аль-Араб К отелю, парусом. да, к отелю Бурж-Аль-Араб парусу на пляж. Да. Какие машинки тут паркуются. Мы желаем счастья вам, Счастья в этом мире большом. Когда ты счастлив сам, счастьем поделись с другим. Мы желаем счастья вам, и оно должно быть таким, как солнце по утрам. Пусть оно Ходит вновь. Так, смотрим сколько. 10. 10 дирхам. Так, у нас катит по 10 дирхам. И я думаю, нам этого хватит, чтобы доехать. Так, и вот, ребята, получается, мы находимся на финансовом центре. А нам нужно проехать до Молл Эмирейтс. Раз, два, три, 4, 5 остановок. Отсюда мы возьмем такси и направимся вот сюда, вот на этот пляж. Вот это вот примерно наш маршрут на сегодня. Еще раз посмотрите, как оно выглядит. Чисто, красиво. Доступа к рельсам нету, все закрыто. Все аккуратно. Людей, обслуживающих, тоже здесь не наблюдается. На каждое метро один диспетчер внизу сидит. Водитель, опять же напомню, на поезде отсутствует. Все управляется электроникой. Так что мы в современном Дубае. Так, вот, ребята, мы решили выйти пораньше немножко. Раз, два, три, на 4-й остановке. Не до Молла Эмирейтсона ехать, а до Аль-Шейх. Потому что я так посмотрел, здесь вроде как бы поближе к пляжу. Я думаю, будет самое оптимально. Ну, а мы пойдем ловить такси и скажем сейчас, сколько стоит проезд на метро. 4 остановки, ну это, я думаю, 4 дирхама. Ну и такси будет где-то около 10 дирхам. Так, приваживаем карточку. 5 дирхам. Ну вот, получается, чем короче остановка, тем дороже вам это обходится. Да, вот стоит автомат. Давай положим. Пополнение, да. Наложи уже свое. Пополнение карточки. Карточка ложится в такой вот отсек. Потом нажимаем вот это. Ложу я 10. Выбираем дирхамы. Так, что-то не понравилось. Пробуй другой стороной. Все, съела. Ждем. Все, карточка готова. Так, а я вам сейчас покажу. Это центральная улица. Мы ехали вдоль улицы Шейха Заида. А такси стоят. Они у каждой ветки метро. Вот они, видите? На параллельных улицах. Потому что эти не центральные улицы, они немножко меньше. Так, дверь закрыта. Пойдем обойдем.
И вот сейчас потом скажем, сколько это будет примерно на такси до пляжа. Пытались объяснить Аль-Рад Бич. Водитель сказал, что это Кайт Бич. Да, смотрите, включаете, чтобы таксометр был включен, чтобы потом вам лишние дирхамы не приплюсовали. Ну, Кайт Бич, значит Кайт Бич. Там на месте мы выясним, как этот пляж более точно называется. Ну, а мы в путь. Вот в таких вот домах живут арабы. Местное население. Практически у каждого двухэтажные такие вот виллы. Смотрите, какие машины. Подписывайся и колокольчик Так. ставь. Ну вот, еще на нас один подписчик подписался. Тоже Ва-ва-ва. подписаться и Да. колокольчик. Да, ребятки, будем мы выходить. Всё. Привет. Я. Thank you. Да. Так, получается, не сделайте ошибки, как мы. Мы доехали, мы вышли на остановке раньше мола Emirates. Но из-за развязок улицы Шейха Заида мы, получается, что вернулись, проехали на такси до мола Emirates, потом там только ехали на развязку. Так что, если вы едете на этот пляж, вот на этот, чтобы сделать фото с Бурдж-Аль-Арабом, да, Бурдж-Аль-Арабом, то доезжайте до мола Emirates. А потом только берите такси. А так мы, получается, целую остановку на такси, пока доехали до мола, это нам обошлось 26 дирхам. 26 дирхам это получается. А так это 10-12 дирхам получается, если от улицы этой Шейха Заида до пляжа, потому что на параллельно идет. Смотрите, какие виды. Здесь вот это начинается пешеходная, беговая дорожка. Судя по карте, она очень-очень длинная. Она доходит даже до пляжа, где мы с вами были. Как пляж называется? Возле нашей. До пляжа Ля Мэр. Очень, я не знаю ее протяженность, но она очень длинная. Такой вот тренажер типа беговой. Еще один такой тренажер. Катя пытается разобраться. Ну, нарисуй. Ну и крутишь влево-вправо. Вот так? Да. Интересно, что это? Ну, плечевые мышцы. И получается, здесь даже нарисовано для чего тренажеры. А этот Пресс. получается качать пресс. Как я и говорил, это мужской и женский туалет. Можно будет переодеться. Душик тоже присутствует на пляже. Спасатель тоже есть. Есть на пляже вот кафешка с фрешами, фруктами. Перекусить можно. Через дорогу тоже есть бок. Тоже есть. Спасательная вышка еще находится. А, их здесь 3. Пляж сам по себе, он небольшой. Только что вот видишь именно, что Да. ни пальм нету вообще. Да, ну зелени, соответственно, ну мы же в пустыне. От Нету. хорошей. И еще такого тоже минус, что посмотрите, видите, идет стройка, конечно. Так вот, чтобы красивое фото, красивое видео тоже, ну, заметно, что... Ну, понятно, что Дубай, он не перестает как бы строиться. То есть постоянно развивается. Ну, ничего, да. Да, и волны на этом пляже... Самое оптимально, это пляж был Ля Мэр, который он закрыт был с двух сторон волнорезами, хоть это тоже закрыт волнорезами, но он, наверное, тот пляж находится в бухте, поэтому там не очень было волн. А здесь волны такие хорошие. Ладно, будем переодеваться, идем на пляж. Ребята, мы на море и мы в Дубае! Оставайтесь с нами, и будет много чего интересного. Так, вот на заднем плане у меня вдалеке, если видно, в дымке виднеется Дубай-Марина. Дубай-Марина вот находится тоже туда дальше, за отелем Парус. Ну, а пляж
Вот так он свой с собой представляет. Сейчас я так понимаю, что отлив, ну что ушедшее море. Все огорожено буйками. Видите, дети тоже спокойно плавают, без проблем. Спасатели присутствуют, работают на каждой вышке, не пилонят. Ну, видите, какое море, не очень такое спокойное, волны. Осторожно, здесь камушки. Да, волны, конечно. Смотрите, какие волны. Вот пляж. Мелкий, получается, вот по колено. А уже сколько прошли, так что детям здесь очень удобно будет. Водичка какого красивого цвета. Ну что? Катя окунулась. Ну скажи, что не так уже холодно. А то люди подумают, что ты не в Дубае, а где-нибудь в этом Ханты-Мансийске. Не, ну нормально. Как это, соври хоть что-нибудь на камеру, да? Легких путей не ищу. Здорово, ребята, мы так попрыгали на волнах. Смотрите, какие волны. Шикарнейшие. Вообще изумительно. На фоне пляжа Бурдж Аль-Араб. Аль-Араб? Аль-Араб. Аль-Араб. В народе парус. Море суперское, очень классно. Ну что, пойдем попрыгиваем? Сейчас мы покатаемся на волнах. Как на американских горках. Волна набирает силу. Раз. Еще одна. О, классно так. Кстати, водичка тепленькая. Да, даже в волнах тоже есть свои плюсы. Вот большая волна идет. А, спала. О, боже мой. О, ох, класс. Ну как тебе? Очень хорошо. О, Водичка соленая. Я же даже успел лизнуть. на такой глубине. Конечно. Боже мой, боже. Ой, а мне так хорошо. О, Нас подталкивает. ты мой жилец красавчик. Волна. Все, встаем, это я падаю. Вы видите, какой шикарный вид. Даже вот такие большие виды, волны не могут ничего испортить. Везде можно найти свои плюсы. Так что, ребята, приезжайте и отдыхайте. Я напомню, мы в Дубае. По синему морю, в зеленой земле, плыву я на белом своем корабле. Плыву я на белом своем корабле. На белом Белом своем корабле. не Пугают волны, неси ветер. Плыву я к единственной маме на свете. Плыву я к единственной маме на свете. Ой, это
Плыву я к единственной маме на свете. Сквозь бури и ветер. Сквозь бури и ветер. А как дальше? Пусть мама Услышит, пусть мама придет, пусть мама меня непременно найдет, Пусть мама меня непременно найдет. Такого не И будет. та-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 та. А как там это? Такого не бывает на свете, что были потеряны дети. Ведь так не Бывает на свете, что были потеряны дети. Пусть мама услышит, пусть мама придет, пусть мама меня непременно найдет. Ведь так не бывает на свете, что были потеряны дети. Ребята, мы в Дубае, в том самом Дубае Арабских Эмиратов. Оставайтесь с нами, и будет много еще чего интересного. Я на солнышке лежу, и Я на на солнышко гляжу. Всё. Все лежу и гляжу, и на солнышко гляжу. Ну вот, Вот, короче, мы покупались. Водичка просто класс. наконец-то Катя водичку полюбила. Сказала, что она действительно теплая, Да. такая холодная. Ну, произвелись на волнах вообще супер. 2 часа, наверное, были. Мы даже не посмотрели, сколько времени. Да, даже, честно говоря, даже прямо в воде мы вот там песни спели, прямо в воде песни орали, на нас смотрели, как знаешь, про мамонтен. Что по пляжу можно сказать? Ну, нормальный пляж, тоже рекомендуем, только волны. Если хотите на волнах попрыгать, то ездите сюда. Мы не знаем, как толком он называется, но мы по карте просто показывали около Бурж-Аль-Араб пляж. И он так и находится. Вот Бурж-Аль-Араб, он там за нами. И сразу он. Ну, правда, минус в чем, что слева и справа здесь стройка. Да. Ну, а так, пляж, в Африку пляж. Вам на море. Мы и ехали солнце. только Да. покупаться, да? Да, покупаться и вам показать, что есть такой пляж. Фотки поподелали тоже на фоне. Ну, а сейчас выдвигаемся в Mall Emirates и оттуда на метро Уже домой. домой. Да. Как это песня? Ты очень, наверное, близко, да, меня снимаешь, а я хомячу, тут и в камеру говорю. А как эта песня? Как Песню мы пели? Как начало? Песню мы пели, если вы все знаете, про мамонтенка. По синему морю, к зеленой земле, плыву я на белом своем корабле. На белом своем корабле. Меня не пугают ни волны, ни ветер. Плыву я К единственной маме на свете. Плыву я к единственной маме на свете. Чтобы были потеряны. Нет, пусть мама услышит, пусть мама придет, пусть мама меня непременно найдет. И так не бывает на свете, что были потеряны дети, и на нас все смотрят. Ведь так не бывает на свете, что были потеряны дети. Вот же маму спели. Да. Оставайтесь с нами, и будет еще много чего интересного. И будет новая песня. Да, мы как раз, Катя вспомнит песню, и мы споем. Ну что, а мы погнали, поехали дальше. Так, ребята, на пляже вот кафешка. Так вот быстро пробегусь по ценам, чтобы вы примерно знали. Это все в дирхамах, что можно перекусить. И опять повторюсь, делите на 3,6 и вы получите сумму в долларах. Так, вот так. Это мороженое на верблюжьем молоке. Посмотрите, оно так именно палочками. И вот эти постукивания, это специально так созывают. Но это больше не вот это, на рынок.
Мадинате. Там деревянная такая специальная. Там более такая, там, тоже более такое современное. И вот вы видите, такое мороженое на верблюжьем молоке. Против пляжа вот еще есть парк. Сукгайм парк. Вроде правильно прочел. Там я вижу вон детские такие аттракционы, детские развлечения. По большей части с маленькими детками езди отдохнуть. Так. Взяли мы такси. Оп. Мол Эмирэйдж. Назвали станцию и сейчас в путь. Вам покажем еще пляж, кусочек. Вот так он выглядит. И башню. Отель Парус. И вот посмотрите, в каких виллах проживает местное население. Потому что все приезжие, они, как правило, снимают квартиры в районе Дейры. И в одной комнате могут проживать по 5-6 человек. Это как у нас в Москве гастарбайтер. А арабы проживают вот в таких двухэтажных особнячках. Смотрите, какие классные, красивые дворцы даже, можно сказать. Шикарнейшие. Ну, здесь немножко попроще. И говорят, если открыты ворота, то значит хозяин дома. Если оно закрыто, хозяина нет. Вот так арабы узнают, дома хозяин или нет. Так, ну дальше тут уже пошли современные квартиры. На первом этаже офисы. Вот смотрите, какие машины. Кабриолеты. Флаги висят, это значит какие-то административные здания. Так, а вот так, ребята, их на школу выглядит. Вот это школа. Ну, и мы немножко подостряли в пробки. Пробки и у них тоже есть. И самое тоже удивительное, что счетчик, когда стоишь в пробке, он тоже считает. Как-то он помедленнее, но он все равно считает. Так что вот если вы тоже застряли в пробке на такси, так что имейте в виду, что вы заплатите чуть больше, чем положенного. Потому что у нас уже получается 12 дирхам, а мы, получается, да, уж Аль-Рабат на Эмирэйдж, по-моему, только 12, по-моему, заезжали. Ну, без пробок. Здесь мы повесили в пробке. Театр. Эмирэйдж театр. Знаешь, они так делают. Так, ну вот, ребята, от пляжа до мола Эмирэйджа. Эмирэйдж у нас составила 22 дирхама, но с учетом, что мы, наверное, минут 20-30 постояли в пробках. 5-6 долларов получается. Ну, постояли в пробке, как говорится, первый раз, можно сказать, такой продолжительный, потому что мы вчера тоже стояли, но тут... Нет, это так интересно. Ну, кажется, что такси все берут за километраж. Например, там Ну да, 50 от центов, километров. да, за километр. Ну мы сейчас вот проехали 4 километра 99, я вот посмотрел. Но стояние, конкретно стояние, я заметил, счетчик тоже идет. Но он не так быстро, как идет, когда едешь, но идет. Так, ребята, вот мы в метро забежали и купили такую вот штучку. Купили макароны, потом что-то типа шашлыков, рыбка. Вот такая. Это одна порция, повторяю. Это вот одна порция. Мы просто разложили на две. Да. Еще Катя говорит, еще макароны остались. Получается, за это мы отдали 18 дирхам. Это 3, 4, 5. 5 с небольшим долларов. Так что можно найти недорогую еду. А это вообще у нас прямо в метро, прямо под нами спустился.
А мы что-то далеко ходили, все рядышком можно найти. С вами канал Мир путешествий и отдыха. Вова и Катя, подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки и обязательно жмите колокольчик, чтоб не пропустить наше следующее видео. Пока-пока! Пока-пока.